Всем привет, с вами снова Алексей Соболев, и это третий ролик из серии обучающих видео для новичков. Этот ролик также подойдет и для опытных райдеров, ведь в нем я буду рассказывать, как правильно падать и правила безопасности на склоне. Есть несколько разновидностей падений, и самые опасные называются поймать конта. Поймать конта можно как заднего, так и переднего. Если мы спускаемся на заднем кантике, а потом резко переносим вес на носки, то мы можем поймать переднего конта и полететь вперед. Если же мы едем на переднем канте и резко задавим пятки, то мы можем поймать заднего конта и полетим назад. Также есть спешл-трик, когда вы ловите переднего конта под названием «Скорпион». Fatality. Вы ловите переднего конта, и сноуборд начинает лететь над вашей головой. Также есть другие виды падений. Когда мы едем на заднем кантике вниз, мы можем упасть назад, в сторону заднего конта. Или если мы едем на переднем канте вниз, мы можем упасть вперед, в сторону переднего конта. Основное правило при любом падении: не надо упираться в прямые руки, иначе вся масса концентрируется в одной точке, и это приводит к травмам. Как падать, если вы поймали переднего конта? Необходимо резко согнуть колени, потому что падать с высоты собственного роста намного больнее. Приземляемся сначала на колени, руки группируем у груди, голову поворачиваем налево или направо, чтобы не воткнуться носом в снег. Не приземляемся на локти. Необходимо приземлиться на всю часть руки от кисти до локтя. Еще раз напоминаю, что мы никогда не приземляемся на прямые руки. Но если все-таки это произошло, то необходимо ими амортизировать, чтобы смягчить падение. Если у вас очень большая скорость и вы ловите переднего конта, то нужно уже будет реагировать на уровне инстинктов. Лично у меня была такая ситуация, и я просто перевернулся кувырком вперед и поехал дальше. Если мы ловим заднего конта, необходимо также резко согнуться в коленях, округлить спинку, подбородок сразу прижимаем к груди и напрягаем шею. Если будет расслабленная шея и вы не прижмете подбородок, то вы можете удариться головой об снег или об лед, и это приводит к сотрясениям. При падении мы сначала касаемся пятой точкой, потом делаем перекат на спину. Почему люди ловят конта? Потому что они вовремя не успевают сориентироваться, на какой кант давить. Есть упражнение на будущее, после того, как вы научитесь делать повороты. Мы должны, не отрывая сноуборда, вращаться сначала в одну сторону и при этом менять канты с переднего на задний, с заднего на передний и так далее. Затем необходимо вращаться в другую сторону. Это упражнение поможет вам лучше ориентироваться, в какой момент на какой кант давить. И вы будете ловить меньше кантов и меньше падать. Если вы упали на задницу, сейчас покажу, как необходимо вставать. Опорную ручку ставим рядом с тазом. Не надо ее отводить далеко. Затем одновременно выталкиваем себя наверх опорной рукой. Свободной рукой тянемся по диагонали. Если вы опираетесь правой рукой, то тянемся левой рукой в сторону левой ноги. Если вы опираетесь левой рукой, то тянемся правой рукой в сторону правой ноги. Тянуться необходимо не просто вверх, а немного вперед по диагонали. Как повернуться с заднего конта на передний? Сначала надо выбрать, в какую сторону вы хотите повернуться. Я буду поворачиваться направо. Соответственно, правую ножку мне нужно выпрямить, а левую подтянуть. Далее необходимо просто перекинуть хвост. Можно помогать себе свободной рукой. И мы оказываемся на переднем кантике. И то же самое в другую сторону. Выпрямляем ножку, другую подтягиваем. Вставать с переднего конта намного проще. Мы просто упираемся двумя руками и встаем. Правила безопасности на склоне. Эти правила необходимы не только, чтобы вы были в безопасности, но и другие отдыхающие на курорте. Первое правило: выбирайте склон под свой уровень. Речь идет не только о том, что вы можете не справиться с управлением,
но еще и можете влететь в кого-то на очень большой скорости. Есть вероятность, что вы можете вылететь с трассы, или вас может сильно разогнать, и вам придется падать, чтобы затормозить. Второе правило. Если вы хотите остановиться на склоне, то это надо делать сбоку, но ни в коем случае не посередине. Иначе вы будете мешать другим райдерам, которые могут в вас влететь. Третье правило. Перед тем, как стартовать, всегда смотрим наверх, потому что там могут быть люди, которые едут на очень большой скорости, и они просто могут не справиться с управлением и влететь в вас. Всегда смотрим наверх. Также желательно смотреть вниз, чтобы вы не влетели в кого-то. Четвертое правило. Выбираем траекторию движения. Если вы видите, что человек перпендикулярно пересекает склон, то просчитайте, где он окажется через несколько секунд. Часто я вижу, что люди просто едут друг на друга и сталкиваются. Поэтому, если вы не уверены, затормозили, поехали в другую сторону. Пятое правило. Поднимаемся или спускаемся пешком без сноуборда только сбоку трассы. Опять-таки, посередине не ходим, чтобы вас никто не сбил, чтобы никому не помешать. Шестое правило. Если вы упали, не надо сидеть 30 минут, ковырять в носу, думать, что вы будете кушать на ужин. Вставайте сразу же и продолжайте движение. Или отползите на край склона. Седьмое правило. Если вы заехали в сноуборд-парк, ни в коем случае не сидим на приземлениях у перил и трамплинов. Люди, которые стартуют, могут вас не видеть. А когда они залетят на фигуру, то уже потом остановиться им будет очень сложно. И они влетят вам в спину, в голову, куда попадет. Также не надо сидеть перед трамплинами, потому что вы будете элементарно мешать ребятам кататься. Восьмое правило. Не надо сидеть и останавливаться после перегибов на трассе. Есть такие участки трассы, когда идет пологая часть, а потом резкий уклон. Когда вы будете сидеть в начале этого уклона, то люди, которые будут ехать сверху, могут вас не увидеть из-за перепада высот. Они могут ехать на очень большой скорости и влететь вам в спину. Поэтому мы не сидим даже сбоку трассы и не останавливаемся на таких участках. Девятое правило. Соблюдаем маркировку на трассах. Если вы видите табличку, что здесь лавиноопасная зона, не надо перелезать и ехать на эту трассу, даже если вчера вы по ней катались и она была открыта. Десятое правило. Всегда помогаем, если кому-то нужна помощь. Если вы не умеете оказывать первую помощь, первым делом необходимо вызвать спасателей. На некоторых курортах телефон спасателей есть на обратной стороне скипаса. Также можно его посмотреть в интернете. Или просто поехать к спасателям и сообщить, где находится пострадавший. 11-е правило безопасности, чтобы вам никто не дал по щам. Sorry. Не коцайте инвентарь других людей. 12-е правило. Не забывайте застегивать карманы. Очень часто такое происходит, когда вы не застегнули карман с телефоном. Едете, чуть наклонились, где-то вас тряхануло, и все, телефон выпрыгнул. И потом найти его очень сложно, потому что батарея быстро разряжается, и на этом конец. 13-е правило. Не пейте спиртные напитки до катания и во время, особенно крепкие. Это все влияет на вашу координацию, то есть вы просто можете ехать и упасть очень сильно, либо же вы можете врезаться в кого-то. В этом уроке мы научились падать, узнали правила безопасности, и в следующем уже сделаем наш первый спуск с горы.